привет. Сегодня у нас расклад, что скрыто от тебя. И прежде чем начать, хочу вам сказать, вы умнички. Вот просто потому, что вы есть. Не позову в проживание арканов, не позову в эзотерическую библиотеку. Просто спасибо, что вы есть. Вот так вот. Давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Три вопроса, карты читаем парно. Так что сейчас в жизни ускользает от твоего взгляда? Ну, знаешь, по картам ты сейчас стоишь на точке больших перемен. И вот эти перемены настолько рядом, что ты дышишь уже этим воздухом. Но все равно ты не видишь всей картины. Знаешь, идет вот явный сигнал о завершении старого этапа. Причем не на уровне быта, а глубже. Ты чем-то жила, какие вот правила себе ставила, какие ограничения принимала за норму. Это все заканчивается. Снаружи это выглядит как вот периоды, когда вот все рушится. Там двери закрываются, там люди уходят из твоей жизни. Но по сути это то, что тебя ведут к обновлению, понимаешь? И вот тут главный нюанс. Вместе с этим переходом тебе дают поддержку извне, даже если ты ее не чувствуешь. Карта с этим ангелом, она четко указывает, у тебя есть сопровождение. И это не про мистику в лоб, да, не про шизотерику, а про то, что тебя охраняют от шагов, которые бы, как сказать, снесли фундамент полностью. То, что вот тебе кажется сейчас случайностью или какими-то там странными совпадениями, на самом деле это четкая расстановка, чтобы ты, как говорится, с дорожки со своей не свернула. А тайна, которую ты не видишь, в том, что у тебя уже прямо сейчас открывается дорога вот в новое качество жизни. Я вот не знаю, как сказать, в новую жизнь. Но ты очень крепко вцепилась за старое. Прям и руками, и ногами, и зубами, и всем подряд держишься. Мужики, там вот это вот все. И это все создает ощущение застоя. Хотя перемены, они уже вот фактически в работе. Но ты не хочешь шагнуть. Почему это в тени остается и на свет не выходит? Потому что ты сама все время колеблешься между вот этим подождать или давай я двигаться начну. Знаешь, карты, они вот буквально говорят, что ты занята вот этим балансом, а не шагом вперед. Ты тратишь силы на то, чтобы удержать старое в нормальном состоянии, вместо того, чтобы это отпустить и взять новое. Это вот знаешь, как вот говнишко, но оно родное, а новое чистое не хочешь. Почему так? Потому что в глубине у тебя живет страх, что если ты резко отпустишь, то рухнешь в никуда. И вот ты цепляешься за вот эти привычные конструкции. Мужики, уклад жизни, работа. Даже если уже тебе не приносит живой энергии, ты все равно их тянешь, потому что так спокойней. Потому что, как сказать, новая шоколадка, она страшненькая. Ну, это образно говоря. А старая говнишка, оно хоть и говнишко, но привыкла. И именно поэтому перемены идут медленнее, чем могли бы. И как все получается?
все зреет, но ты не позволяешь этому появиться вот в реальности. Это вот, как сказать, яблоко созрело, и ты держишь его на ветке, боясь, что в руках оно там прокиснет. Не прокиснет, а плесенью покроется. Поэтому это все остается в тени. Внутри тебя сейчас идет борьба между контролем и движением. Тебе кажется, что ты выбираешь осторожность, но по сути это откладывание, а не осторожность. Совет, ну знаешь, тебе нужно вот прямо посмотреть правде в глаза. Ты же уже видишь, что твой вот этот старый сценарий, старая жизнь, старые вот эти все, это больше не работает. Каждый день тебе вот жизнь, она подсовывает то проблемы, то откаты, то пустота там, где раньше было наполнение. А совет простой, но он нелегкий. Перестань вид делать, что ничего не замечаешь. Карты про то, что ключ сейчас в твоем внимании, в твоем выборе. Шаг вперед, он появится тогда, когда ты перестанешь собирать вот эти мелкие оправдания, вот эти вот когда-нибудь через месяц, и признаешь, что цикл старого закрыт. И здесь знаешь, что важно? У тебя ведь есть ресурсы, энергии, чтобы вырастить новое. Ты не стоишь голая ни с чем. У тебя есть внутренний запас, есть почва, есть фундамент, но именно ты должна его активировать. Словами, делами, конкретными шагами, не вот этим вот эфемерным когда-нибудь. Понимаешь? Даже если это будет маленький шажочек, но строго в сторону нового, а не в поддержку старого. И это все будет у тебя, как сказать, новая жизнь. Вот видишь, в чем суть? Сейчас в твоей жизни скрыт главный разворот, и он открывается только тогда, когда ты начинаешь сама учиться смотреть честно и действовать в эту честность, понимаешь? Твои ангелы, они уже обеспечили, чтобы ничего критичного с тобой не случилось. Но шаг должна сделать ты. Ты, никто. Не я, не твой кот, никто. И только тогда ты увидишь, что у тебя внутри много сил, чтобы поставить, как говорится, новую точку и выращивать на этой точке другой сценарий. Понимаешь? Все ты понимаешь. Обязательно подпишись на канал, если еще не подписано, чтобы меня не потерять. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, двоечки, двоечки. Какой тайный аспект твоей жизни ускользает от твоего взгляда? Ну, знаешь, у тебя внутри живет очень сильная эмоциональная линия. А это у нас что? Желание любви, желание близости, настоящей вовлеченности желания. Ты ценишь людей, умеешь чувствовать их глубоко и не говори, что это не так. Ты тонко улавливаешь настроение каждого человека. Ты почти подсознательно подстраиваешься. Но твоя тайна в том, что ты сильно недооцениваешь, вот насколько именно твои эмоции двигают твою судьбу. Колесо здесь не про случайность, а про то, что твоя жизнь то взлетает, то падает. Именно потому, что ты руководствуешься сердцем, а не логикой. Твои решения, они, знаешь, часто вот зависят от того, насколько у тебя, как сказать, там, эмоционально захватывает человек или там любая ситуация. В итоге выходят сильные повороты, и ты сама их списываешь там на судьбу, на там злой рок. На деле это та самая роль твоей внутренней чувствительности, которую ты недооцениваешь как раз. Ты думаешь, что, знаешь, вот можешь контролировать жизнь разумом,
Но то, что скрыто, ты запускаешь изменения сама. Просто вот своим эмоциональным выбором. И пока ты это не признаешь, тебе будет казаться, что жизнь тебя, как говорится, из стороны в сторону мотает. На самом деле это ты задаешь вот это вращение вот этого колеса. Понимаешь? То есть то, что тебя мотает, это делаешь ты. Почему это в тени остается и на свет не выходит? Ну, знаешь, тут вопрос в твоем отношении к собственной силе. Я объясню, вот смотри. Ты привыкла смотреть на кого-то более властного, более уверенного, более там по статусу выше. Как будто отдаешь часть контроля в руки егошни. Есть такое слово егошни, это кураптоновский язык. Там мужчина, начальник, там старшая подруга и так далее. То есть люди сильные часто рядом с тобой оказываются, и ты подсознательно ставишь их выше. Почему? Потому что в твоей картине мира управляет тот, кто твердый, тот, кто жесткий, тот, кто злой, а не тот, кто мягкий и верит в свои мечты. И из-за этого твоя вера в себя и желания твои, они уходят в тень. И ты сама себе говоришь, там, мало ли чего хочется, перехочется. Главное — это вот реальность. Но знаешь, реальность, она ж как раз двигается через твои желания, а не через вот этих людей. Ты пока сама вот, как сказать, ты не до конца видишь, что твоя вера в свою картину будущего реально может стать законом для жизни. Ты как будто боишься этого признать. Потому что тогда отпадет привычное оправдание, это все не от меня зависит, да? И тут твоя тень. Ты боишься своей мечтательности, хотя именно она твоя сила. И вот из-за этого появляются у тебя мужики-императоры. Все говорят, хочу себе мужика-императора. А для чего? Чтобы он тебя прогнул, что ли? Император — это который управляет. Это не тот, кто тебя на ручки берет и тащит, куда тебе надо. Нет, это тот, кто управляет тобой, который диктует темп, а ты идешь за ними и думаешь, что так должно быть. Твое мнение, все твое, как сказать, мнение, мечты, фантазии, желания, они не важны для него. У него есть свои. Какой совет? Ну, тебе пора перестать относиться к себе как к этому актер второго плана, как второстепенному игроку. Знаешь, карты, они говорят, что вот ключ у тебя в умении принимать свой опыт прошлого не как ностальгию и сожаление, а как фундамент победы. Все, что раньше произошло, оно было не для того, чтобы держать тебя в тоске по прошлому, а для того, чтобы дать тебе уверенность. Вот смотри, я уже прожила, с чем я справилась, какая я умничка. И по картам очень прямой совет. Перестань жить через чужие правила. Опирайся на то, что ты сама умеешь чувствовать верно. Ты, знаешь, ты можешь выйти на победную линию тогда, когда твоя эмоциональность перестанет быть поводом для слабости, а станет твоим инструментом. Потому что это и есть твоя настоящая сила. Не контроль и не жесткость. Умение чувствовать направления, которых другие не видят, понимаешь? Перестань отдавать право голоса вот этим всяким императорам, королям. Ты сама королева. Ты сама императрица. И сделай свои эмоции и свои там мечты вот этим главным рулем. Тогда вот этот, как сказать, вот эта тайна, да, она перестанет быть тайной. И жизнь начнет подстраиваться под тебя, никак не наоборот. Я надеюсь, то, что ты меня услышала, обязательно подпишись, чтобы меня не потерять. Давайте перейдем к третьему варианту.
Троечки, у вас все приземленно. Очень приземленно. Ну, какая тайна ускользает от твоего взгляда? Ну, знаешь, тут даже трактовать не нужно. Тройка мечей, десятка кубков. Близкий человек изменяет. Ну, а как по-другому? Десятка пентаклей, пятерка пентаклей. Почему? Потому что, как говорится, семья уже не вставляет, да? Ой, вот у троечек все приземленно. У всех арфы, арфы, ангелы, а у вас... Ну, понятно, да? Человек, которого ты близким считаешь надежным, двойную игру играет. Снаружи картинка красивая, семья, дом, дела общие, стабильность. Видно, что у вас все формально, у вас как надо. Но за этим всем есть то, что разбивает тебе сердце. Если, конечно, выйдет это все наружу. Это вообще не тебе расклад. Это я вон, как говорится, старый маразматик, сам себе говорю всякие вещи. Здесь история не просто про холод и равнодушие, а именно про предательство, измену, то есть другую линию жизни, которая идет параллельно твоей. Ты где-то это чувствуешь, ты это улавливаешь несостыковки, замечаешь детали, но ты стараешься себя убедить, там, это мне показалось. У нас есть дом, у нас есть общая жизнь, да куда он денется? И вот в этом и есть скрытый момент. Видеть больно, поэтому разум цепляется за иллюзию семейного уюта. На самом деле, правда, уже в затылок тебе дышит. Но ты глазки закрываешь, потому что так жить привычнее и спокойней. Именно это и ускальзывает от твоего взгляда. Реальность уже сломала всю картину, а ты продолжаешь держать ее, как сказать, недоразбитой. Почему в тени? Ну, я уже, по идее, все сказал, да. Ну, слишком много вложено, чтобы признать крах. У вас есть общее, есть семья, имущество, быт совместный, там связи с родственниками. Это та самая система, которая тебя держит и мешает тебе до конца развернуться к правде. Ты все знаешь, ты знаешь все. Но ты боишься не только боли, но и последствий в плане материальных. Что скажут люди там, как это скажется на стабильности, как потом это все тянуть на себе, кредиты, долги. И вот из-за этого ты сама отодвигаешь факты подальше от своих глаз. Еще страх оказаться в пустоте. Осознать что-то, во что ты вкладывала столько лет, и все это может рассыпаться. Это страшно. Соответственно, ты цепляешься за картинку, даже когда сердце уже знает, что что-то не так. Поэтому это все в тень уходит. Эту правду тебе вот, как сказать, ты ее знаешь, а вслух не скажешь. Ни себе, ни другим. Держишь все внутри и делая вид, что этого нет. Хотя это есть. Совет. Ну, совет тут понятно, да, по картам, даже трактовать не нужно. Правда, она тебя вот все равно догонит. Поэтому, знаешь, тебе нужно перестать жить в отрицании. Но при этом карты четко говорят, что конец одного этапа это для тебя не обрыв, это наоборот будет новое начало, которое откроет что-то намного чище и лучше. Понимаешь? Тут прямой сигнал по картам. Несмотря на все это разрушение твоего иллюзорного счастья, тебе откроется возможность выйти на более высокий уровень жизни. Тебе нужно, знаешь, доверять себе, своей интуиции, своему голосу внутреннему. Ты уже чувствуешь, что правда есть. И врать себе, ну, нет больше смысла. Переживания будут, да, сердце разобьется, да, но энергия, она советует не зацикливаться на утрате, потому что в реальности это освобождение, а не потеря. На месте старой картины придет новое, более настоящее.
И всегда помни, что дед всегда рядом.